Всем привет! В первую очередь я бы хотела поблагодарить всех Шелену, Юру, Наташу за то, что согласились сегодня собраться и поговорить о депрессии как с позиции людей, кто испытал когда-то в своей жизни депрессию, так и с профессиональной точки зрения, потому что Шелена профессиональный, сертифицированный в США психотерапевт. Шелена, поправляй, если я где-то ошибусь. Лицензированный, но да. Соответственно, Шелена помогает, помимо всего прочего, людям, которые борются с депрессией. И да, еще раз рада всех приветствовать. Приятно. Шелена, я бы хотела начать с того, что мы дадим определение вообще слову «депрессия», чтобы на протяжении всей беседы мы все вместе понимали, о чем мы говорим, и чтобы мы не путали депрессию, там, допустим, с унынием, скорбью или чем-то еще. Что такое депрессия? Угу. Мне кажется, есть термин, который используется для диагностирования, есть какое-то такое состояние, которое говорят все, да, как вот, депрессия. Вот в этой вот большой книжечке, в которой содержатся все варианты ментальных всяких искажений, вот, там 9 диагностических критериев для того, чтобы определить так называемый Major Depressive Disorder. Это которая большая прям депрессия. А подвидов депрессии там еще штук 7. То есть они как бы... Их много вариантов. Но общая идея такая. Есть плохое настроение, уныние, апатия, может быть изменение аппетита либо в плюс, либо в минус, ощущение, что ты бессмысленный, бесполезный, может быть irritability. То есть их вот таких вот 9 вариантов. Из них должно хотя бы 5 быть в течение 2 недель, чтобы у вас диагностировали Major Depressive Episode. То есть именно как эпизод. И эти 9 критериев, то есть, я не знаю, их можно найти, их можно потом добавить ссылку на канал, но если они, например, есть условно 3 из них, но 2 года, то это Persistent Depressive Disorder. Это когда стабильно плохо, но не настолько плохо, что ложиться в больницу, грубо говоря. Да? И там еще разные вариации с разными добавлениями уже начинаются. Но 2 основные, которые я вижу, это major, это когда очень плохо, и это очень, как бы, это длительный период времени. Это не один день я устала, а вот именно 2 недели. Или средне плохо, но очень долго, 2 года. Вот. Makes sense. Ну-ка. Я рада. Да, я знаю, что у тебя в жизни была достаточно серьезная депрессия. Расскажи, пожалуйста, как это вообще началось и как ты понял, что это оно самое? Я, если честно, узнал, что у меня депрессия спустя уже не 1 месяц психотерапии. Потому что у моей психотерапевтки не было цели, если я сам не спрошу, что со мной происходит, мне рассказывать. Она занималась лечением, но она не говорила: но у тебя тут вот это, вот это, вот это. То есть мы скорее просто, закатав рукава, начала со мной работать. А потом я совершенно случайно узнал, что у меня, оказывается, диагностировали депрессию. Я знал, что у меня диагностировали ПТСР, а про депрессию я не знал. Вот. Про ПТСР я спросил, типа, это смахивает на ПТСР? Она такая: да, у тебя ПТСР, и не один, типа. Вот. А про депрессию мне Наташа сказала. Я очень удивился. Я такая: да? Что, правда? Как интересно. Вот. Наташа сказала, потому что мы занимались с одной и той же психотерапевткой, и я занималась с точки зрения родственника человека в депрессии, и поэтому я у нее тоже спрашивала про это. Вот. Да, у нас были несколько парных психотерапий с этим же. Удобно в этом плане. Она достаточно качественный психотерапевт, потому что она конфиденциально соблюдала. Вот. Было все очень профессионально. Вот. И я узнал... Значит, не то, что не... Когда я узнал, что у меня депрессия... во-первых, я не знал, что у меня депрессия. Я чувствовал, но я не знал. Наверное, впервые я испытал депрессию, когда мне было 15 лет, когда меня бросила девочка, не знаю, моя одноклассница. Вот, я находился в депрессивном состоянии где-то полгода, наверное. От полугода до года, из них, причем, острая депрессия была, наверное, месяца 2-3, когда я просто приходил со школы, ложился на кровать, слушал музыку, 2-3 диска на повторе, и это продолжалось несколько месяцев. Максимум, что я делал, это эскапизмом занимался, читал книжку. Вот. И, в принципе, больше ничего меня в жизни не интересовало. Я глубоко в свои переживания погрузился. Это, наверное, первый момент. И последующие эпизоды депрессивные, они были связаны... Не уверен, что было все 5,
то есть минимум 5 из 9, и чтобы я мог сам себе диагностировать депрессию, вообще самодиагностика дело такое, вот. Но оно как бы было связано, как правило, с девушками. То есть, когда у меня случались тяжелые периоды расставания, я уходил там от 1 до полугода в такие периоды, где я, в принципе, ничего делать не хотел. И один из таких периодов я чуть не вылетел из университета, и мне пришлось выйти из этого периода, иначе мне пришлось быть в армии. Надо, да, что-то было с этим делать, и я получил академ. Отдельная история, как я его получил, но тем не менее я вышел из этой ситуации. Вот. А самый жесткий период депрессии случился в 2019 году, когда у меня были суицидальные мысли. Они у меня частенько были суицидальные мысли до этого, так возникали в подростковое время, а так, чтобы я записки писал, так, чтобы я выбирал способ, как я это буду делать, и то, чтобы я так близко к шагу, скажем так, с балкона был, наверное, в 2019 году. И я это узнал, опять же, как я узнал? Что там не так, потому что, видимо, я остро ощутил вот минимум 5, наверное, того, что из признаков депрессии, когда, да, это eating disorder, это апатия, это истерики, это когда не мог Наташей, прокоммуницировать нормально с людьми, когда я чувствовал, что я бесталанное чмо, которое ничего не умеет, хотя я занимался творчеством достаточно длинный период времени. И что еще? Тревоги у тебя очень Да, много? тревоги, конечно, много тревог. Паранойя, параноидальные мысли. Ну, и наверняка что-то еще упускаю дополнительно. Но, в общем, когда я чувствовал, что она прям комплексно что-то не так. У меня куда ни глянь, везде... Ругаться можно на канале или нет? Если душа требует... Был куда ни взглянь. Нарушение сна у тебя еще были Нарушение, очень серьезные. конечно, серьезно. Когда у меня просто... Я думал, что у меня нарколепсия, если честно. Вот, потому что, я само собой проверился потом нарколепсии, никакой у меня, конечно, в помине нарколепсии не было, но это меня сподвигло провериться, потому что у меня просто мозг включался часа 2 дня, одним увозил, и потом мы с моей психотерапевткой выяснили, что она мне сказала ее мнение, что мой мозг просто не выносил все, что происходит, сказала: слышишь, что я, полежи, чувачок, тебе полегчает. Вот. У тебя 9 из 9 было, если что. Вот просто то, что ты перечислил. Вот. Так что я побил рекорды все там, да. Везде комбо. Довел себя практически до фаталити. И было не круто. Вот. Но и тогда я впервые... Что ты ржешь? Я не понимаю. Забавно было про фаталити. Вот. И это, наверное, первый раз в жизни, когда я понял, что мне действительно нужна помощь. И у меня была стигма по поводу психотерапии. Как наверняка у большинства людей с постсоветского пространства, подавляющее большинство, вокруг меня, по крайней мере, была стигма по поводу психотерапии. Я думал, что я, наверное, не различал психотерапевтов, психиатров, психологов. Для меня они все были психиатрами, то есть это медикаментозное лечение, и иди в больничку. Вот. А потом, когда Наташа начала заниматься без меня, она начала первой, у нее тоже была стигма, но она ее чуть-чуть быстрее, чем я, сломала. Я понял, что да, надо и мне двигаться дальше. То есть я был в острой стадии депрессии, мне нужно что-то было делать, и, слава богу, мне хватило мозгов прислушаться к Наташе, пойти к психотерапевту. Да, спасибо большое, что поделился. У меня наверное, пока ты говорил, возник вопрос к Наташе скорее. Наташа, как человек, который был рядом с Юрой все это время, как ты вообще заметила ли ты, что у Юры что-то происходит не так, началась, может быть, депрессия? Понимала ли ты все это с самого начала, или как это произошло? Это сложно было не заметить. То есть ему действительно было очень хреново, и это сказывалось и на наших отношениях. То есть у нас был во многом очень сложный период в жизни у обоих в тот момент. Я частично рассказывала об этом на канале, о своей части истории. То есть мы могли потерять документы в стране, где мы жили. У нас закончились деньги, мы финансировали Юрий проект, его пришлось закрыть практически на стадии, когда можно было искать инвесторов. То есть для Юры в этом плане это было такое прям крушение огромного его детища, но для меня тоже был сложный период в тот момент, потому что у меня тоже были проблемы с работой, у нас были проблемы с документами, и, в общем, все это нужно было как-то решать.
И я еще при этом, из-за того, что Юра был в депрессии, я чувствовала на себя просто гору ответственности за все это дело. Плюс еще я поняла, что нам очень сложно было общаться друг с другом. Потому что Юра, помимо того, что ему просто было плохо и он там ничего не мог делать, он очень, как мне сказала моя психотерапевтка тогда, человек, она говорила про ПТСР, но мне кажется, что это тоже применимо к человеку в депрессии, это как человек с ожогом 3-й степени. То есть все, что ему говоришь, он воспринимает намного более остро и намного больше на свой счет, и обижается сильнее и так далее, чем вот человек, который в стабильном состоянии. И я это очень четко чувствовала. И вот когда я пошла на свою психотерапию, частично это было потому, что у меня была тревожность, и мне нужно было решать огромное количество проблем, но и частично это было потому, что я просто не представляла, как мне общаться с Юрой. То есть я в тот момент понимала, что я сначала слушала лекции психотерапевтки, наверное, несколько месяцев прежде чем пойти, то есть я смотрела YouTube-канал, и там тоже были какие-то лекции про депрессию, и вот то, что она там пыталась донести, это то, что родственники не могут сделать ничего в этом случае. То есть вот все, когда я пыталась как-то Юре помочь, становилось только хуже, мы только сильнее ругались и так далее. И вот в тот момент я поняла, окей, мне нужно как-то заняться собой, мне нужно решать свои проблемы, а Юрины проблемы все-таки это его ответственность. Мне очень сложно было вот принять тот факт, что я не могу ничего сделать, что у меня человек с суицидальными мыслями, до какого-то момента я в это не верила, но в какой-то момент я поверила, что он действительно это может сделать. И я, с одной стороны, понимала, что мне нужно вообще как-то дальше со своей жизнью. Вот что будет, если Юра покончит с собой реально? Вот. И мне нужно было ответить себе на этот вопрос. С одной стороны. А с другой стороны, мне нужно было как-то переключать свое внимание, чтобы мне не хотелось ему помогать каждый раз, когда я вижу, что ему плохо. Вот. И вот, наверное, как мне потом сказала моя психотерапевтка, действительно, я, наверное, сделала, к счастью, лучший вариант, который я могла в той ситуации сделать, это я пошла заниматься своей собственной психотерапией, то есть все, что, допустим, когда мне было плохо из-за того, что ему было плохо, я вываливала не ему, я разговаривала об этом с психотерапевтой. А во-вторых, тот факт, что, как Юра уже сказала, тот факт, что я пошла в психотерапию, побудил его тоже попробовать пойти в психотерапию. И причем я его не убеждала в тот момент. То есть я его в какой-то момент пыталась подтолкнуть к этому, но в тот момент я уже просто подумала, что нет, я не могу ничего сделать. И вот он меня сам спросил, и вот, да, он пошел к той же психотерапевтке, что и я, потому что, наверное, к другому психотерапевту Юра бы в той ситуации не пошел. Слишком плохое состояние у него было, по крайней мере, это был какой-то уже знакомый человек, которому я доверяла в тот момент. Шелена, у меня сейчас, наверное, вопрос будет к тебе на основании того, что вот Наташа сейчас упомянула. Правда ли то, что окружающие нас люди действительно не могут нам помочь, когда с нами случается депрессия, или мы не можем помочь своим близким, если мы заметили у них депрессию? Является ли это правдой, что мы действительно такие вот беспомощные и никак не можем помочь человеку, который рядом и в депрессии? Как это работает? Это знаешь, как бесполезны ли мы, если у нас рядом лежит человек, сломал ногу? Мы бесполезны в том плане, что мы не можем пойти и загипсовать, если у нас нет медицинской степени и оборудования. Мы можем взять и отвезти его в больницу. Да, то есть вот надо понимать, что есть разные критерии помощи того, что можем сделать. То, что вот я услышала из ситуации, спасибо большое, ребята, это большая очень история и очень сложный процесс. То, что я говорю своим клиентам тоже, в любой семейной динамике у нас есть несколько элементов, но она работает как единое целое, да, как система. И если один из элементов системы меняется, то как бы вся система, там гомеостаз нарушается, и вся система приходит в движение. И очень часто, если этот элемент продолжает позитивные изменения, вся система тоже переходит на шаг вверх. То есть если... Я никогда не говорю жене, иди лечи мужа, иди сама в терапию, иди делай для себя, потому что это запустит весь вот этот процесс в самой системе, да, и всем будет легче.
Вот. То есть в этом смысле Наташа занималась, да, собой, но по факту ее действия, они снимали нужное напряжение в системе, убирали лишнее, дали Юре возможность тоже куда-то двигаться. То есть в этом смысле я это вижу как единое целое. А то, чтобы Наташа брала на себя роль терапевта мужа, нет. Ни в каких вариантах. Есть причина, почему в этическом кодексе запрещено терапевтировать близких, знакомых, друзей, потому что это не работает. Точнее, это может сработать, но это может и как бы дать обратный эффект. То есть, если есть возможность это делать, это не делать. Как бы, но в то же время там Наташа, например, она не говоря с помощи, да, то есть она не сказала, ты все придумываешь. Она восприняла это серьезно. Она выбрала ту стратегию поведения, которая она действительно была в зоне контроля, что она может что-то делать. При этом я так понимаю, что если бы стоял вопрос, там, я не знаю, что Юрию нужно пойти лечь в больницу или какие-то еще вещи делать, Наташа бы не сказала, разбирайся сам с деньгами или еще чем-то. Она бы вокруг него сделала какую-то структуру, поддерживающую, чтобы сделать эти действия, чтобы он мог это сделать. Правильно? То есть вот как бы мы разделяем то, что человек контролирует, как вот эти вот поддержки, финансовые, эмоциональные, еще что-то, и как человек, который с депрессией, какие у него его мотивации из того, что он может сделать. А мы не можем его внутри поменять. Но мы можем дать ему возможность, ресурсы, пространство, что-то с этим сделать. Вот. Поэтому я не думаю, что мы беспомощные, но я не думаю, что у нас есть стопроцентный контроль. Оно как бы очень взаимосвязано, скажем так. И в этой связи у меня еще один вопрос. Что делать, если ты видишь, что у твоего близкого, к примеру, есть депрессия, или ты подозреваешь, ну ты не специалист, но ты подозреваешь, что оно имеет место быть, но человек упирается, сопротивляется и не хочет обращаться к специалисту, не хочет работать с психологом или с психотерапевтом, то есть отвергает любую помощь и говорит, мне ничего не надо. Вот как быть близкому в такой ситуации? Нам будут вариации. Насколько там человек открытый, не открытый. Вариант первый, то, что я, например, сделала со своим мужем. Я все время ему сказала, милый, сходи в психотерапию. Он мне сказал, нафига? Я говорю, давай так, ты сходишь 5 сессий, и вот я от тебя отстану. Я больше никогда тебе не скажу это, просто сходи. Он говорит, что я там буду говорить? Я говорю, ляг на диван и поспи, тебе полезно. В смысле, не знаю, твое время, это 1 час, твое время. Он такой, ладно. То есть я ему нашла терапевта. Он пошел, он отходил год, сделал перерыв, отходил еще 2 года. Но я не лезла в этот вопрос вообще. То есть моя задача была дать человеку опыт, да, найти терапевта, который, мне казалось, будет для него более подходящим. Вот. И дальше все. Это если он мне периодически один раз сказал, что так, давай менять терапевта, там нужен новый уровень. Я ему нашла другого терапевта. Все. То есть я вообще в этот процесс не лезу, это его личное. Результаты я вижу, мне нравится. Базовая была идея, что ты попробуешь, и все, и больше я к тебе никак. Вот. Еще вариант, например, попросить человека пройти опросник. Какой-нибудь, не знаю, самый базовый PHQ-9, который его очень легко найти, я тоже пришлю ссылку. Вот, и просто спросить, и сказать, слушай, тут очень высокие параметры. Пожалуйста, поговори с кем-то, например. Или с кем тебе было бы удобнее поговорить. Да, то есть если в таком духе. Вот. Если он совсем вообще отказывается, да неважно, да фигня все это, это его выбор. Мы не можем взять человека за ручку, отвести его к врачу, если он упирается руками и ногами. Но мы можем вокруг него, например, если это наш очень близкий, которого мы хотим вытащить, мы можем вокруг него строить поддерживающую среду. Например, говорить. То есть приходить и просто говорить с ним про его чувства, эмоции, вообще как угодно, потому что один из больших факторов, усиливающих депрессию, это изоляция. Что есть ощущение, что ты отдельно, ты ни с кем не в коннекте, тебе плохо. Вот. И если любой человек приходит и начинает тебя оттуда тащить, там еще и сопротивление. Знаете, как дети макаронины становятся, когда их куда-то тащишь. Вот то же самое. А вот если сесть рядом и сказать, я вижу, тебе плохо, ага, паршиво, вообще паршиво, то человек чувствует, что он seen, и вот это ощущение, его видно. И вот это ощущение контакта, оно очень целительное.
вот в эти моменты терапии. Даже если это 5-10 минут, если рядом просто вы посидели, сказали, я вижу, тебе плохо, давай я тебе заварю чай и посижу рядом просто. Это окей, что тебе плохо. Оно просто вот оно немножко тоже... Именно вот этот элемент контакта. Там не нужно решать проблемы, это не про проблемы. Там не нужно давать идей, не нужно никаких там позитивных мыслей, это будет все токсик. В этом моменте мы просто вот признаем факт того, что тебе плохо, но я рядом с тобой, я буду стараться быть рядом с тобой, пока тебе плохо, потому что ты для меня ценен. Все. Вот. Варианты там вытаскивать человека на улицу, гулять с ним, пойдем погуляем, пойдем я отвезу тебя в такое-то место. Да, то есть мы помимо физической активности даем контакт с природой, который тоже помогает, и вот этот вот connection с человеком. Вот. Привозить там, не знаю, еду, например, здоровую, просить его съесть там огурец. Потому что обычный человек в депрессии, он еще у него слетает питание довольно сильно, переход на фастфуд и что-то такие вещи, вот, какие-то такие элементы. Ну, по сути, вот формат поддержки. Вот, но здесь надо еще следить, как бы у любого caretaker, у любого, кто заботится, свои лимиты. И взять и сгореть ради кого-то другого, оно иногда может иметь смысл, если вы сами это выбираете, да, как-то осознанно. Но, кажется, нужно всегда вот это понимать, где ты можешь, а где ты должен сам о себе уже заботиться. Да, Наташ, говори. Да, извини. Ну, кстати, вот то, что сейчас говорила Шелена, у меня очень отзывается в том плане, что действительно у человека есть лимиты. И я помню, что вот у меня действительно наставали такие ситуации, когда я понимаю, что я просто не могу больше это слушать. Я просто не могу больше находиться с человеком, который вот в таком состоянии, потому что состояние очень сильно передается. Ну и чем больше эмпатия, допустим, чем более эмпатичный человек, тем больше это состояние передается. Я помню, что в какие-то моменты мне просто хотелось свалить из дома, как можно больше времени проводить вне дома, потому что на меня это действительно сказывалось. И плюс, более того, я чувствовала, что когда я вот в этом состоянии нересурсном, я только хуже делаю. Я не помогаю человеку, мы ругаемся больше и так далее. То есть мне лучше изолироваться в этот момент, мне лучше быть где-то в другом месте. И для себя, и для него в том числе. Вот. И да, действительно, и ресурс на самом деле довольно быстро исчерпывается. Потому что вот как Шелена сказала, там, я могу с тобой побыть 10 минут и послушать твои чувства. Да, особенно если это, допустим, не человек, с которым ты живешь, а друг. Да, с другом можно посидеть, и час можно посидеть и послушать его чувства, но ты знаешь, что этот человек потом поедет к себе домой, ты поедешь к себе домой. А здесь, когда вы просто 24/7 в одном пространстве... Это еще... это не был ковид. Нет, это не был ковид. Нет, это было до ковида, да. Да, ну неважно, просто вот сам факт, что вы живете в одном месте, и что это не будет 10 минут, когда я тебя послушаю. Это будет все время, когда я буду с тобой находиться. И да, я просто понимала, что вот действительно это вот то, что я научилась в терапии через несколько месяцев, это расставлять границы. То есть говорить, когда я не могу уже больше это слушать, просто говорить: Юрий, извини, но я сейчас не в ресурсе, я не могу. И я помню, что это тоже было очень сложно, потому что поначалу Юре это было обидно. Ну и как бы понятно, что это было обидно. Вот. И нас, да, наверное, заняло какое-то время как паре, чтобы вообще привыкнуть к вот этому новому сеттингу, где каждый человек может сказать другому: я не могу сейчас хватит. быть с тобой, хватит. Да. Да. Ну, да, и типа цель человека, как мне кажется, в том числе Наташа, это получилось донести про то, что хватит, это нормально. Хватит это не знать. Ну, человек, как правильно Шелена сказал, да, то, что изоляцию чувствуешь, и когда тебе говорят, что тебя слишком много, ты, типа, заебал, вот, то как бы обижаться на слово, такие слова, ну, как бы неприятно. Конечно, Наташа так не говорила, она говорила, что просто у меня ресурса нет, но чем больше ты как бы интродюс эти новые условия, там, да, поначалу тяжело, но чем больше ты об этом говоришь, чем больше ты educate, обучаешь человека, который об этом не знал, о такой концепции, или относился к ней негативно, то тем быстрее ты как бы пользу начинаешь чувствовать. Даже то, что когда ты знаешь, что у человека есть ресурс, ты выбираешь, как ныть. Вот. Что тебе хочется ныть обо всем в мире вообще. Да, так ты знаешь, выбираешь самое важное, и ты ноешь об этом.
Вот. Появляется контроль. Это, знаешь, это действует еще в ту сторону, что это не только так, что тебя отвергают, но еще, когда появляется вообще концепция вот этого ресурса, это значит, что есть ситуации, в которой ты можешь его запросить. Мгм. То есть это не только что как бы... Вот не так, что ты заходишь и не знаешь, человек вообще скажет, не скажет, поругайте, не поругайте, а знаете, что вы можете вот это время засетапить, как в это время я для тебя. Да, и это гарантия того, что этот connection будет, он есть, вот оно стабилизирует тоже, потому что это вот не так, что ты там говоришь, а вдруг он поругается, а говорить, не говорить, еще что-то, ты знаешь, что ты можешь сказать, мне нужна помощь, можешь сейчас меня послушать, вот там столько-то времени, да, это, Мгм. это классный сеттинг, особенно для пары, да. Мгм. Да. А вот, ребят, ко всем, наверное, сейчас вопрос. Многие говорят, и Шелена в первую очередь, наверное, сейчас поправит эту идею, но многие говорят о том, что все проблемы, включая вот эту вот тенденцию к депрессии и так далее, идут из детства, что у нас что-то там такое было, что автоматически нас делает подверженными депрессии. А у меня лично, я могу быть очень не права, но у меня ощущение, что у меня вот эти вот депрессивные эпизоды пришли не из детства, а из подростковости, потому что, ну вот в моем случае подростковость меня сильно ломала и в целом была достаточно таким унизительным временем, психологически и морально. Вот как было у других? Есть у вас ощущение или знание, вот как у Шелены, например, может быть, знание, а не ощущение просто, что вот эта вот склонность к депрессии, она, ну, откуда-то она идет, но не обязательно из детства. Как вы это видите? Мы сначала, а потом специалист. Сначала догадки, а потом специалист. Сначала догадки, а потом Или Шелена скажет. наоборот. Да, давай сначала с вас, да, я Да, так. да, так Примеры. удобно разъемывать, когда какую-нибудь херню скажешь. Вот. Ну, у меня пиздецово детство было, поэтому как бы я не очень релевантный пример, скажем так. У Наташи, мне кажется, тоже. Вот. Так что, ну, какие-то моменты такие прям совсем суровые были, особенно в подростковом периоде. Но мне кажется, человека жизнь может в любой момент, и не только в детстве, и в взрослом возрасте. Просто какая-то... Просто чем ребенок, организм растет, чем больше у него потрясений, тем ему как бы большему количеству вещей приходится адаптироваться, да, и тем больше у него есть, ну, и ПТСР, и триггеров, и всего остального, и тем более он нестабильный, если с ним какой-то регулярный пиздец случается. Поэтому ему иногда сложно это все увозить, и случаются депрессивные эпизоды, мне так кажется. Но это не значит, как в то же время, что если человек абсолютно здоров, у него не может быть депрессивного эпизода, просто у него больше, ну, он типа, как сказать, у него более стабильная психика, ему, наверное, проще из этого всего выйти, хотя хрен его знает, надо специалиста спрашивать. Не могу сказать точно. Моим ощущениям из моей жизни неудивительно, как у него депрессия. Вот. У Наташи плюс-минус. У тебя была депрессия, Катя? У меня не было диагностированной депрессии, но у меня был, не знаю, то, что вот мне казалось очень тяжелый период. Моя первая, даже не иммиграция, а когда я уехала учиться за рубеж на год в Китай. И для меня это был безумно сложный период. Во-первых, потому что мне было 20 лет, и это первый раз, когда я вообще куда-то уехала. И я уехала в страну, о которых я ничего не знала. Это был мой первый раз в Китае. Я уехала туда учить язык. И приехав туда, я поняла, что язык у меня на очень плохом уровне, так что я не могу понимать то, что мне люди говорят. А там не было ни интернета нормального мобильного, ни по-английски никто на улицах не говорил. И поэтому я постоянно терялась, то есть у меня был действительно какой-то страх выживальческий постоянно. И плюс в тот момент мы уже встречались с Юрой, мы вместе с университета, и вот для нас это был год на расстоянии отношений. И вот это, наверное, было самое сложное вот в этом году. И я говорю, опять же, у меня не было диагностированной депрессии, мне просто было очень сложно, мне постоянно было очень тревожно, мне было тревожно за то, что я там, не знаю, у меня кончатся деньги, я не выживу, там еще что-то случится, вот, и плюс еще, как бы, я чувствовала, что Юре очень тяжело, и отношения у нас не выяснены, и все это вот так, когда тебе 20 лет, год кажется как целая жизнь, ты не знаешь, что будет через год, кажется, что это вообще буду какая-то другая я и другой Юра, когда я вернусь, и прочие такие вещи.
Но мне кажется, у меня был довольно, да, тоже сложный подростковый период со всякими разными событиями, тоже там ПТСР я успела к тому времени заработать, как потом оказалось в психотерапии, вот, но мне кажется, что вот у меня лично в тот момент это именно было обусловлено конкретным событием, то есть не было связано со всеми моими предыдущими вещами. Ну, примерно так же, да, вот это. Есть 3 основных блока, как бы как я это вижу. Первый — это, ну, скажем так, что у тебя было до рождения. Да, то есть это семейные параметры, например, уровень экономически очень сильно влияет. Чем ниже социально-экономический статус, тем выше риски депрессии. Да, это, там, условно, страна, культура, в которой ты родился. Это генетика, потому что если у твоих родителей были любые ментальные вещи, они могут передаваться. У нас есть ряд генов, которые, они модифицируются. Я вечно забываю эти длинные названия, но идея такая. Вот есть ген, который, например, если ваш отец или ваш дедушка как бы получил какой-то сильный стресс, например, война, да, вспоминаем Советский Союз, и все рядом, да, то у него этот ген может модифицироваться, и если он модифицируется, он автоматически увеличивает потомкам вероятность ПТСР на 20%. Да. Представляете, если подряд как бы вот несколько, то есть как бы какие варианты? Это генетика. То есть базовая поколенческая травма — это не только там эмоциональные какие-то вещи и паттерны, это еще генетическое. Тело легче такие вещи делает. Все. Да, то есть вот у нас первый блок, на который, ну, мы никак не можем нигде повлиять, и на который ваши родители особо повлиять не могут, да, вот он просто есть. Страна, в которой вы родились, прошлое вашего рода в целом, все события, потому что они отпечатываются. Травма меняет гены. Меняет, ну, как бы, это видно. Травма меняет как-то работу мозга, травма меняет биологию. Это потом передается дальше. У нас с поправками, с вариациями и так далее и тому подобное. Это так же, как и любое потенциально наследственное, не так, что оно обязательно выстрелит. Но оно влияет. Риски. Второй блок – это детство. Детство, если что, это лет до 20-25. Когда мозг заканчивает формирование, то есть в 25-ищ, у нас заканчивается полностью формирование когнитивной контрольной функции. То есть мы начинаем, наконец-то, контролировать свои эмоции. До этого ты ребенок. Вот все. Импульсивность, ну, как бы ничего такого, предсказать будущее. Вот 25 лет до этого времени у нас идет формирование мозга. Соответственно, все события, которые в это время происходят, они формируют так или иначе. То есть травма в детстве, она же не только про что все, я сломанный, мне плохо. Это еще про то, как я умею справляться с трудностями. Это вообще становление личности. Вообще личность как таковая – это такой набор травм, если на него вот так смотреть. Вот, поэтому тут важно даже не только то, что случилось, потому что не все люди, попавшие в войну, например, получают ПТСР. Важно еще, как мы на это реагируем, какие у нас защитные факторы вокруг и так далее. То есть, если, например, я не знаю, на улице были плохие гопники, но семья поддерживающая, то этот эпизод забывается и, наоборот, трансформируется в что-то в resilience. Как это по-русски? Да, стойкость. Стойкость. Есть еще понятие травматический рост, post-traumatic growth. То есть, когда мы растем за счет того, что мы получили вот эту травму. Да, то есть, вот этот блок событий, где с вами что-то происходит, вас учат на эти события как-то реагировать, вы получаете какие-то базовые убеждения о своей личности, от «ты молодец, что бы ни случилось», до «ты фигня и бесполезный», да, как бы у нас там вариации. Это может быть от семьи, от школы, не знаю, мы можем это прочесть как-нибудь, вариантов масса. Вот эти вот 25 лет формирования нашей личности. Ну, 20, вот как бы 5 это уже такой там, хвостик. Вот. А после этого мы говорим про большие стрессовые события. Да, то есть это переезд, смерть кого-то из близких. То есть, например, переезд вообще из дома в любой университет считается одним из самых травматичных событий в жизни среднего человека. Даже если вы внутри одной страны переезжаете. Просто выезд из дома, вот эта сепарация, он один из самых таких больших и жизненных изменений, которые вот в вашей жизни случаются. Если вот переехать из понятной среды в непонятную среду, в другую страну без социальной поддержки, то, естественно, уровень стресса и зашкаливает. И
адаптационных ресурсов нужно намного больше. То есть вот эти стрессоры, они могут включить депрессивные моменты, когда мы не справляемся, мы чувствуем себя бесполезными, еще плюс изоляция добавляется. Ну вот все на то, что ты описала про Китай, вот оно как бы классическая предрасположенность к депрессии, либо в какой-то такой форме. Вот. Но в таких вот, когда стрессовое событие происходит, рождение ребенка, кстати, туда же попадает. Кто бы что ни говорил, это стрессовое событие. Вот. Первые полгода считается адаптационным. То есть это тот момент, когда в том же DSM это будет adjustment disorder, адаптационное расстройство. Когда настолько стрессовое событие, что очень много включается, и может и в депрессию, и в тревогу идти, или одновременно все сразу, но это не будет считаться полной депрессией. То есть если это только стрессовое событие. Если оно, например, долго длится, там уже будут другие истории. Вот. Это просто вот откуда берется. То есть если вы застряли в этом стрессовом событии, вы не смогли к нему адаптироваться, у вас включаются все ваши негативные убеждения про себя или про мир, полученные в детстве, то вот вы можете тоже получить депрессию. Оно все сразу. Оно как бы я не знаю, как это разделить. У меня никогда не было так, чтобы это было однозначно это событие, а все остальное нет. Нет. Всегда все сразу. Интересно. Я сейчас в шоке от того, что до 25 лет, оказывается, мы можем считаться детьми, потому что я так разграничила это детство, эту подростковость. Ты тоже не взрослый. У меня тоже все процессы формируются. И я вообще думал, что до 30 лет. А до 25 это как-то хорошо. Я думал, что до 30 лет у нас мозг развивается. 25 это когда 5 лет скосил немножко. Слушай, я встречала цифры 25-27. Как бы обычно то, что я вижу на лайфспам, это до 25, реально 0 соображалки. Как бы все такое как-то именно про планирование будущего, про какие-то принятия решений, да. А потом с 25 до 30 идет формирование того, что, ой, я, оказывается, так могу. У меня там 2 руки, 2 ноги, я, оказывается, так могу. А как вообще надо? Это, кстати, период, когда очень классно делать все эти развивающие вещи, структурировать себе мозг и мышление, потому что, с одной стороны, гибкость выше, а с другой стороны, уже есть место, скажем так, уже есть возможность это поставить, и оно уже будет хорошо работать. Разные бывают варианты, но биологически это где-то так. Да. Я по себе могу сказать 100%. Мне кажется, я повзрослел лет 30, когда полностью я развился уже, все. Да. Когда как раз не случилась депрессия. Прям в тот год я повзрослел. Слушай, у меня есть мысль про депрессию, я хотела поделиться. Такое. Я на каком-то, неважно на каком курсе, из своих обучающих, мне очень понравилось определение ментального здоровья. Оно звучит так. Ментальное здоровье – это способность мозга поддерживать иллюзию, что с тобой все нормально, с миром все нормально. Да? Канта гримо, как говорится. Да, а депрессия, она чем опасна? Тем, что она, я же мир вижу реальным, да, потому что, все, что говоришь, это правда, если в эту сторону смотреть. И депрессия, она как бы эту иллюзию забирает, и ты не ощущаешь, что все нормально. Да? И при этом этот есть как бы такой трюк мозга, который говорит, это потому что я вижу правду. Это потому что я вижу мир таким, какой он есть. Но как бы смотреть на этот мир таким, какой он есть, я тоже хочу таким, какой он есть. Оно такое. Можно читать новости про, не знаю, про очень плохие вещи, а можно читать новости про хорошие вещи. И то на самом деле существует. Да? И депрессия, она смотрит туда. Но именно этот трюк того, что я просто вижу реальность, мне кажется, делает очень сложным возможность попросить помощь. Потому что я же просто вижу, как вещи есть. Что тут такого-то? А то, что можно выбирать, как смотреть на вещи, это основная... у меня половина работы с клиентами — это найти эту точку, где можно выбирать, как смотреть на вещи. Да, казнить нельзя помиловать, и запятую мы выбираем, где поставить. И чтобы возможность выбора появилась, это психотерапия. Да, и этот скилл вырабатывался тоже с моей психотерапевткой.
Мгм. не один месяц, потому что я, когда занимался творчеством, тенденция была сравнивать себя с людьми, которые, ну, музыканты, например, Том Йорк, часто про Radiohead вспоминал, и Том Йорка. А, я никогда не стану Томом Йорком, потому что он такой классный, а я такой конченый. И, она мне говорит, ну, Том Йорк в индустрии уже лет 30. Ты начал заниматься музыкой 2 года назад, достиг вот этого, там, да. Вообще нет смысла сравнивать себя с человеком, который столько лет этим занимается, а ты только-только начал. Если тебя имеет смысл сравнивать его в 50 лет и тебя в 70 лет, потому что, например, тогда у вас из разряда будет одинаковый скилл, вот тогда да. И вот эта вот мысль, то, что я бесталанное чмо, потому что я никогда не буду как эти чуваки, она никакого смысла не, она деструктивная мысль, она Мгм. ничего хорошего не приносит. Потому что эта мысль, disregard, заставляет тебя, не то, что заставляет тебя, она не дает тебе отрицание того, чего достиг уже, всех своих успехов. Ты только смотришь на то, каким ты никогда не будешь, и не смотришь, что каким ты стал. Вот. И это не только в музыке или в творчестве, это, в принципе, и в других профессиях можно применить. Или там, не знаю, в отцовстве тоже. Там, я никогда не буду как тот чувак, смотри, какой он классный отец, он клево воспитывает, ты не смотришь, что такие вещи, там, ты по сравнению даже со своим отцом, как ты воспитываешь своего ребенка и так далее. Это ко всему можно применить. Да. Это знаешь, как если приходит домой свекровь, сори за стереотип, и проверяет пыль на полках. Нашла единственное место, где она есть. Говорю, ну ты плохая хозяйка. Вот как бы, да, выбрать, куда смотреть. Это не стереотип. Для некоторых из нас это реальность. Уф, сочувствую. Да. Но вот это очень яркий пример того, что есть выбор, куда смотреть. Да, другое дело, что у человека в депрессии не всегда есть ощущение того, что он может это сделать. Или понимание, как это сделать. Потому что мы все-таки не рождаемся с навыками, не знаю, медитации, не практикуем там рефлексию с детства и так далее и тому подобное. То есть это все, это навык, его нужно развивать, его можно развивать в любом состоянии. Вот, и это помогает. Да. Ну, кстати, классная тема, да, вообще про то, что помогает, что еще помогает. Помогает чему? Выходить из депрессии. Это, в смысле, ко мне вопрос? Да, я думаю, что на самом деле ко всем. То есть Что помогает выходить из у депрессии? Леры тоже был депрессивный эпизод. Ну, у меня было целое видео, да, на этот счет, и на самом деле именно после этого видео мне захотелось записать дополнение, вот сегодня мы его записываем, в присутствии других людей, чтобы понять, насколько то, о чем я говорила, это полный бред, или другие люди, в принципе, проходили через примерно то же самое, и мне было супер интересно также пригласить Шелену для того, чтобы она помогла нам разобраться в том, ну, как это на самом деле есть, да, потому что понятно, что мы все вспоминаем нашу депрессию, сейчас мы вспоминаем ее через призму того, что мы уже знаем, и мы вроде бы нам кажется, что мы так много всего поняли, не знаю, мне во всяком случае кажется, что я прям хорошо так все отрефлексировала, что я прям сейчас молодец, что я прям сейчас точно могу сказать, когда у меня просто уныние, когда у меня там скорбь, когда была депрессия, потому что, ну, ты чувствуешь разницу этих состояний, когда ты был в них, в каждом из них, там, 1, 2, 3, 5, не знаю, сколько раз, вот. И поэтому мне было в том числе интересно услышать и вас, и Шелену, для того, чтобы понимать, где фантазия и просто взгляд отдельного человека через призму его опыта, а где вот, ну, объективные данные, объективная реальность, да. Можно я вот здесь вот прям вот прям вставлю? Мне очень хочется сказать вот это вот про то, что типа фантазия, это, мне очень не хочется, чтобы вот люди думали, что если у вас есть эмоциональный опыт, то он должен быть каким-то, что есть правильный эмоциональный опыт, или есть вот это вот мои ощущения, они могут быть правильные или нет. Это ваши ощущения, если они у вас есть, они правильные. Точка. То есть если там есть какие-то среднестатистические вещи, которые там, какие-то дополнения, нюансы, может быть, но доверяйте, пожалуйста, себе. Ваши ощущения вас не обманывают. Да, вот, пожалуйста, прям вот это не про фантазии, это, нет, это мы видим какие-то вещи в новом свете, мы действительно их переосмысляем, и то, что там, условно, мы думаем сегодня, мы можем перестать думать через год, это да. Но это не отменяет того, что вот сейчас, в настоящем моменте, ваш опыт, он настоящий и правдивый. И никакой терапевт не может вам прийти и сказать, нет, на самом деле вы вот это чувствуете. Ну нет, такого не будет. Пожалуйста, доверяйте себе. Вот.
Ну, я, например, могу сказать про себя, что мне помогло, вот когда я была в Китае, когда мне было действительно хреново, у меня было 3 вещи вот таких основных, которые прям меня вытаскивали в тот момент. Во-первых, со мной был друг, причем это человек, который был до этого просто нашим одногруппником, ну и мы как бы так или иначе общались, мы были в хороших отношениях, но в Китае мне кажется, что этот человек просто в какие-то моменты я думала, что я выжила в Китае благодаря этому человеку, потому что, ну, во-первых, когда я приехала, я вообще ничего не знала, и, если честно, когда я вышла из аэропорта, вот первый день в Китае, я приехала в Пекин, у меня было ощущение, что я не могу дышать. Мне было настолько, меня сковал настолько вот такой экзистенциальный страх, потому что там позже я поняла, что смысл в том, что Пекин окружен сталелитейными заводами, а находится в низине. И там смог. Во-первых, там постоянная дымка в тот момент была, сейчас не знаю, потому что что-то делают с этим. Вот. Ну да, я думаю, что недостаточно. А во-вторых, там есть запах, который вот, если ты там живешь недельку, ты уже привыкаешь к этому. А поначалу ты просто не понимаешь, что происходит, потому что это не запах, как вот, я не знаю, там воняет чем-то, да, еда там какая-нибудь оставленная, гниющая или еще что-то такое. Ты не можешь идентифицировать, что это такое, но ты чувствуешь, что что-то не так. И честно, вот я вышла из аэропорта, у меня было ощущение, что я не переживу эту ночь, потому что я просто задохнусь. И в этот момент вот Слава, мой друг, который был со мной, он был уже не первый раз в Китае, плюс был его брат, который там уже жил, он учился в аспирантуре. И вот они просто взяли меня за руку, взяли все мои вещи, посадили меня в такси, отвезли в общагу аспирантскую Славиного брата. Мне казалось, что если бы я была одна, я просто села бы там в аэропорту, начала плакать и просто бы сидела вот ночью на этих чемоданах. И я не чувствовала себя дееспособным человеком вообще. И я помню, что там первую неделю, опять же, из-за того, что люди не говорят на английском, все вокруг на иероглифах, я не понимаю, я понимаю чуть-чуть. То есть я думала, что у меня какой-то хороший уровень языка. Оказалось, что нет, у меня был хороший уровень языка, когда мы слушаем записи, записанные вот на таком конвенциональном мандарин-чайниз. А когда я слышу, как люди говорят на улице, я вообще не понимаю, я не различаю знакомых мне слов в их разговоре. Я прихожу в магазин, там все на иероглифах, я вообще не понимаю, что здесь продается. Я смотрю на продукт, и я не могу идентифицировать, что это такое. Вот. И вот, наверное, первые несколько недель я просто, действительно, я не выходила из общаги без Славы. Мы ходили за ручку. Я в какой-то момент поняла, что мне 20 лет, я все-таки, не 5-летний ребенок, я не могу так вообще, во-первых, юзать человека, а во-вторых, ну, как бы мне нужно становиться дееспособной, да, вот, но меня это очень поддерживало в первые дни, и плюс все оставшееся время, вот то, что у меня были отношения на расстоянии, у Славы тоже были отношения на расстоянии, мы вот в этом плане друг друга очень поддерживали. И я помню, просто один момент был, когда мы поругались очень сильно с Юрой по телефону. И я не помню, что там было, но, в общем, я билась в истерике. Мне было ужасно плохо, мы поругались, мы повесили трубку. Юра догадался позвонить Славе, потому что он чувствовал, что мне плохо. А мы жили в одной общаге, там, через несколько этажей. И я просто стою в халате, вся зареванная, вся, значит, в каком-то этом самом... ко мне стучится Слава, заходит... начинает меня обнимать, говорит, все, типа, все в порядке, типа, я с тобой, там, бла-бла-бла. И у меня была комната на двоих, у меня была свободная кровать. И в ту ночь он сказал, что я тебя не оставлю. Я боюсь, что ты что-то с собой сделаешь, я буду с тобой, я буду спать вот на этой, типа, пустой кровати, просто чтобы удостовериться, что с тобой все в порядке. И, ну, это то, что я абсолютно не ожидала от человека, который, ну, был мне другом, но не был мне близким другом, но стал мне очень близким другом за тот год. И вот, честно, у меня каждый раз, когда я вспоминаю Китай, я не знаю, что бы я делала без Славы, потому что он меня поддерживал прям в самые-самые тяжелые периоды. Вот. Ну, а кроме этого... две вещи. Я помню, что еще в тот момент я начала слушать аудиокнижки. Я очень люблю аудиокнижки и гулять с ними. Вот. И я начала слушать аудиокниги Терри Гудкайнда. У него есть такая фэнтезийная серия книг «Месть истины» называется.
Я не скажу, что это самые лучшие книги вообще, которые я читала в своей жизни, то есть кому-то они нравятся, кому-то нет, но меня они просто вытащили в тот момент, потому что там есть главный герой, который, на мой взгляд, просто какой-то идеал человека, идеал вот это вот resilience, возможности справляться с любыми ситуациями. Там ужасная жестокость там, в этих книгах. Там постоянно что-то с ним случается, там нету такого, что у главных героев все хорошо, там постоянно только у них все хорошо, все сразу же становится плохо. И я просто смотрела на вот, типа, человека вот этого из книги, который справляется вот с намного более ужасными ситуациями, чем то, что происходило в моей жизни, и как-то это вот перекладывала на себя. А третье — это пробежки. Вот я помню, что этот момент в Китае, это когда я начала практически каждый день, ну, по крайней мере, регулярно, несколько раз в неделю бегать. И это вот тоже до сих пор мне помогает, когда я просто понимаю, что у меня зашкаливают эмоции, я одеваю кроссовки, лосины и иду бегать. И я чувствую, что после пробежки у меня наступает вот какая-то такая физическая усталость, во-первых, а во-вторых, эмоции тоже как-то спадают, наступает вот такая апатия, которая хорошая апатия в тот период. Я вот здесь могу прокомментировать пару моментов, так сказать, добавить научного основания. У нас тело и мозг — это две части одного целого. И иногда мозг получает информацию от тела и ее определенным образом как-то транскрибирует. Как это будет по-русски? Короче, выносит для нас смысл. Обрабатывает. Вот. Вот, Наташ, ты говоришь, ты приехала в Пекин, и у тебя как бы ты почувствовала, что не можешь дышать. Для мозга это сигнал опасности. У нас один из стрессов — это когда мы начинаем задыхаться, паническая атака. Да? Соответственно, ты как бы ты просто физически почувствовал изменения, а мозг это прочел как опасность, угроза и начал производить вокруг этого эмоциональные действия. То есть получается, что ты физически ощутила изменения, а мозг это перевел как паника, включаем панический мод. И дальше начал делать все действия из панического мода, хотя на самом деле, возможно, ну, как бы не было ничего для паники. Там, не знаю, люди с оружием не бегали, и ничего такого не происходило. Вот. То есть наш физический опыт на самом деле достаточно активно влияет на наши эмоциональные переживания. Поэтому, например, в обратную сторону, если мы физический опыт даем пробежку, то тело включает контроль сердцебиения, и после пробежки автоматически его снижает. То есть мы его напрягли, оно будет его снижать. А для мозга это сигнал, что, нормально, сердцебиение низко, значит, мы вообще спокойны. И он начинает транслировать другую картинку. То есть оно как бы в обе стороны работает. Поэтому, например, почему так рекомендуют дыхание включать? Да? То есть когда мы переживаем, вдох, выдох, и выдох такой длинный. Потому что наш мозг, наше тело меняется, наш мозг это считывает как новую информацию и адаптирует мысленный процесс под состояние тела. Поэтому там физические вещи, они как бы... Вообще спорт это самое эффективное немедикаментозное вмешательство в работу тела для стабилизации ментального здоровья. Вот это просто это, не знаю, это точка 1, с которой начинаю своих клиентов. Чем занимаетесь? Как вы двигаете ваше тело? Что как бы контроля не будет, пока вы тело тоже не включаете. Вот. Дальше то, что я описала из факторов люди. Да, вот эта вот изоляция, она очень опасна, и особенно, когда мы переезжаем в новую страну, вот эта иммиграционная депрессия, это мы попадаем в состояние, где у нас нет наших друзей, у нас нет привычных продуктов, у нас нет привычного языка, короче, все выпало, мы ничего не знаем. И если есть контакт хоть с кем-то, это очень хороший протектив, защитный фактор. Вот прямо то, что ты описала, да, что есть человек, у меня есть опора, я не одна, это меня держит. Еще один момент, именно вот с Китаем, например, ты мне скажи, как у тебя это сработало, он называется sense of purpose, это когда мы видим смысл в своей жизни, в том, что мы делаем. То есть, условно, как бы это тяжело, но я понимаю, зачем, я понимаю, там, особенно хорошо, если я понимаю, когда закончится. Да? Но вот даже если я понимаю, зачем я это делаю, серии вот с детьми, тяжело, капец, но у меня есть некоторое представление о том, что как бы я понимаю, зачем я это делаю, да, и оно помогает, оно поддерживает вот этот вот sense of purpose. У тебя он был в Китае, то есть ты ощущала как-то, что вот так 1 год и нормально?
Ну, наверное, да. То есть, как бы, я ощущала, что, да, я учу язык, и, как бы, я, наверное, думала, что в будущем это мне поможет в карьере, и, в принципе, так и случилось, да. Но, на самом деле, вот, что еще, мне кажется, мне помогло, это то, что, когда я ехала в Китай, все были в шоке, что меня вообще взяли туда, потому что это была программа по обмену, куда брали там только нескольких человек с курса, и я не была в числе этих человек, меня взяли, потому что другая девушка отказалась, вот, и как бы я не ожидала сама, что я туда поеду, и никто от меня не ожидал, и все были вокруг в шоке, и как бы, наверное, я приехала туда с мыслью о том, что если у меня не получится, я могу уехать. В любой момент я могу собрать вещи и уехать. И вот, наверное, когда у меня случилась вот эта вот ситуация, что я не могу дышать, я думала, все, типа, если я переживу эту ночь, я буду выбирать себе обратный билет и поеду домой. Но, наверное, чем больше я там находилась, тем больше у меня начиналась вот эта вот соревновательность с собой, типа, что это челлендж, что я могу, что я должна это пережить. И тем больше я начинала, наверное, на себя давить в плане того, что если я сейчас уеду, будет очень странно. Но вот вначале у меня было ощущение, что, ну, если у меня не получится, я вернусь. Еще вот ты описывала книжки слушать. Это тоже классная тема с контролем своего информационного поля, с тем, чтобы, ну, по сути, давать себе, своему мозгу пищу, которая поддерживающая. Да, то есть выключить новости, которые плохие, например. Да. Не знаю, когда у меня плохое настроение, я там один период я включала «Друзей». И вот я пересматривала «Друзей», даже 10 я пересмотрела этих «Друзей» в студенчестве. Вот, потому что я вот с рождения детей, например, я не могу смотреть никакое кино, где есть насилие над детьми. Все, точка. Просто сразу. И чем больше у меня работы в практике, тем меньше я вообще смотрю всяких с насилиями и же с ним, потому что, ну, это лишняя нагрузка. А вот вдохновляющие книжки, теплые, добрые, юмор, это все поддерживающие истории для нашего мозга. То есть вот выбирать, что мы слушаем, что мы смотрим, оно важно. Классно, ты все сделала практически by the book, на самом деле. Ну, насчет эскапизма хотел сказать. Я эскапизмом пользовался с самого детства как инструментом для того, чтобы дистанцироваться от реальности, когда совсем тяжело было. Он мне не помог для выхода из депрессии, потому что я абьюз его. Я старался как можно больше дисконнект от реальности. А эскапизм — видеоигры, книги, сериалы, фильмы, в общем, куда-то не здесь, да. И я понял, что он просто перестал работать, потому что я слишком много эскапизмом занимался. Так что, вот, например, мой опыт говорил мне, что депрессия, эскапизм мне не помогал, наоборот, меня подталкивал еще дальше глубоко, потому что я оттягиваю решение своих проблем эскапизмом. Вот. Слушай, а какие ты смотрел книжки, играл в игрушки? Обычно игрушки, например, это насилие. Да, ну, знаешь, такое. Ходишь там, рубишь. Само собой, да, это было связано с насилием. Ну, потому что большинство игр, они связаны с насилием. Если бы я играл какие-то другие игры, типа там градостроительные симуляторы, думаю, там, может, какая-то другая вещь была. Да, в основном это игры, связанные с этим завоеванием и насилием, короче. В общем, все самое, что популярное, грубо говоря, в этом плане было. Насчет книг не знаю. Нет, в тот момент я уже перестал читать, как раз случилась депрессия, потому что у меня в 2017 году мне случился ментальный блок, и перестал читать книги. Я не мог заставить себя читать книги, я боролся, и не один год перед заставил читать книги, потому что я начал заниматься своим творчеством, и я боялся, что на меня слишком много влияния другие авторы будут оказывать. Я перестал, слишком большое влияние извне, и старался, наоборот, концентрироваться на себя. Вот, поэтому перестал читать книги, но игры и фильмы я смотрел, и да, наверное, стоило не столько на насилие концентрироваться. Это по факту, конечно. Я не могу. Это, кстати, было бы интересно, вот, если бы можно было провести такой опыт из серии, а если бы ты смотрел какие-нибудь там позитивные, там, не знаю, истории, даже не позитивные, вдохновляющие про преодоление, вот как у Наташи книжки были, да, где можно было бы копировать в позитивном смысле. Что было бы? Terry Goodkind, я читал его, скажу, что там вдохновляющего не очень много было поначалу, там просто тотальный пиздец творился. Вот. Не знаю, как Даше помогло, но я пытался почитать. Я поэтому показал, извиняюсь за то, что свое мнение выразил за это вот по поводу Terry Goodkind, но реально там просто какой-то
сразу сходу какой-то пиздецовый пиздец творится. Нет, там очень много насилия, да, но там Очень именно, много. что человек сохраняет себя в этом Ну, всем. там главный герой просто святой человек. Его там просто судьба ебет и сушит, а он превозмогает и вот крепчает. Вот, типа, что не убивает нас, делает нас сильнее. Он какой-то реально супер человек. Вот, но не суть. Как бы эскапизм, да, это, наверное, зависит от того, во что ты убегаешь. Если ты убегаешь в какую-нибудь войну, то как бы вопрос зачем. Вот. А второе... Точно. Да. А второе, творчество мне помогло очень сильно. Вот. И я хотел убить себя, но в итоге я себя не убил, но убил кого-то. Я убил своего альтер-эго в книжке. То есть я писал об этом, я написал прощальную записку. У меня были проблемы написать прощальную записку, потому что я думал, что это единственное, что после Наташи оставлено, должно быть перфект. Вот. Это такая вот у меня мыслительный процесс был. Но в итоге я написал таки прощальную записку для героя книги и закрыл этим тему. То есть кого-то я убил, свой альтер-эго. У него была жизнь, я что-то все вылил, и оно там осталось. Вот. Музыка сильно помогала мне с депрессией, особенно когда умерла собака. Я там написал вообще какой-то невероятный... Сильно прогресснул и сильно помогло мне справиться с потерей. Вот. То есть творчество, какое-то творчество, что-то, что ты делаешь и руками, и башкой. Не знаю, либо как прикладное. Креативность. Да. То ты можешь одновременно задействовать вообще всего себя, и руки, и голову, и глаза, и слух, все. То есть ты делаешь что-то, прям отвлекаешься полностью и видишь результат. То, что ты что-то, результат он здесь. Ты можешь его либо пощупать, либо прочитать, либо услышать. Вот. Это помогало мне выйти из депрессии. И, наверное, Наташа, само собой. Психотерапию трогать не будем, топ-1 из всех, понятное дело. Наташа рядом только она меня поддерживала. Собака мне помогала, конечно, потому что, наверное, если бы не было собаки, возможно, не знаю, как оно было бы. Возможно, я чуть-чуть прогресснул бы еще в сторону самоуничтожения. Но я просто понимал, что одно дело собаку, Наташу бросить, еще и собаку бросить, которую я очень сильно любил. Вот, это, то есть, наличие кого-то рядом, живых существ с тобой. Вот. Ну, собаку видишь, да, наверное, потому что тебе еще нужно было о нем заботиться. Да, то есть, как бы я могла выжить сама, да, а он собака не мог нет, выжить да, поэтому, сам. да, Наташа могла без меня, я даже думал, что Наташа без меня лучше будет, потому что я не буду ей портить жизнь, а вот без собаки без меня херово. Вот, и да, собака, конечно, помогла. То есть наличие рядом близких, Наташа, друзей, наличие близких, которые тебя поддерживают. Вот. Не советую людям в депрессии заводить собаку, наверное, потому что вы о себе позаботиться не можете, еще и о существе, Или наоборот. Это мощный защитный фактор. Да. Это тоже connection. Ну да, то есть я не знаю, я не советую, потому что я не специалист, и из своего опыта, потому что... Хотя, да, может, советую. Ну как, я не говорю, что нужно пойти всем завести, но если есть желание, то вот, пожалуйста, идите и заведите. Вот. И есть желание и возможность, как бы, покормить финансово. Да. Вот, да. Слушай, Наташ, на самом деле, Юрий, я сочувствую, но я просто понимаю, через что ты прошла. Блин, ты даешь. Это так мощно, это очень сложно. Просто ты такая молодец. Супер, Жень. Да. Вот хочу вот сюда добавить такой момент, там, кто слушает, не бойтесь, пожалуйста, у близких спрашивать страшный вопрос про самоубийство, про суицид. Есть большой миф, что его нельзя спрашивать, типа, наоборот, подтолкнете мыслями. Вот лучше вы спросите. Вот было не раз и не два там, в моей жизни и с клиентами, и не только с клиентами, когда я работала на кризисной линии, то есть на телефоне доверия. И это первое, чему нас учили. Спрашивайте. Есть хоть один красный флаг, есть хоть один упоминание, типа «не хочу жить, да все достало». Вот просто спросите. Потому что если вы спросите, вы, наоборот, вы дадите возможность человеку поговорить, как бы контакт, где у него есть принятие, где он может хоть как-то вообще об этом вообще подумать, и снизите риски. Да, это очень страшный вопрос. И это не то, чтобы вы, не знаю, как-то... никто профессионально не тренировались, никто к этому не готов. Но не бойтесь спрашивать. Ну и это признак того, что это срочно, это требует вмешательства, это нужно помочь. Уже как бы мы переходим на более высокую категорию, где вот по-хорошему бы можно рассмотреть и медикаменты, подключение каких-то еще чего-нибудь еще.
вот, потому что это уровень серьезности проблемы. Да, поэтому спрашивать, не бояться, это один из рисков вообще жить, да, и, соответственно, он появляется, как бы надо его взять и не прятаться от него. Знаешь, что я тоже хотела добавить здесь, что вот, ну, относительно моего собственного опыта, я помню, что, ну, я говорю, что я поначалу не верила в Юрины суицидальные слова, ну, то есть, как бы, я его пыталась поддерживать, я понимала, что ему очень хреново, но, как бы, я не думала, что он это действительно сделает, но в какой-то момент мне начинало действительно становиться страшно, и я думала, что это, как бы, так или иначе теоретически возможно. И я помню, что я спросила у своей психотерапевтки, то есть я пришла на сессию с запросом, как она справляется с тем, что вот у нее клиент, допустим, который высказывает какие-то суицидальные мысли. Типа, как она с этим работает. Она работала с расстройствами личности, прям вот с такими серьезными случаями, или с серьезными, с тяжелыми депрессиями и так далее. То есть у них, ну, большинство ее клиентов, насколько я понимаю, были вот в очень хреновом состоянии. Вот, и это не слова психотерапевта, это то, как я их восприняла, то, как я их помню через там 5 лет спустя, то есть могу сейчас что-то сказать не так, как она сказала. Вот, но как я это в тот момент поняла, что есть вот как раз два варианта. Либо когда, типа, ты не до конца веришь, что человек действительно это может сделать, но, типа, помогаешь, там, как бы ведешь себя как будто это по-настоящему, но на самом деле в глубине души не до конца веришь. Либо есть вариант, когда ты действительно в это веришь, и тогда тебе должно быть немножко поднасрать. Ну, то есть в плане того, что с этим нужно смириться. То есть принять для себя, что... Ну, она говорила, что как бы психотерапевт будет некомпетентен, если он не принимает возможность смерти клиента. Вот. Да. И я помню, что после этого, вот в тот день я вышла с каким-то очень тяжелым сердцем, с мыслью о том, что, ну, не верить мне уже не получается, и мне нужно как-то это принять. И я помню, что я ходила где-то, наверное, неделю вообще вот с этими мыслями, просто я не представляла, как я могу это принять. Вот. И потом получилось так, что, вот как раз, как Юра говорил, у нас была собака, и мы ездили с собакой на тренировки в тот момент, он еще был таким не совсем взрослым щенком. И да, я прихожу там после работы домой, я знаю, что мне нужно ехать с собакой на тренировку там через полчаса. Я захожу домой, Юра лежит на полу в истерике, что-то опять говорит про суицид, обнимает собаку, и вот в тот момент я понимаю, что мне либо сейчас оставаться с ним и не ехать с собакой на тренировку, либо мне забирать собаку и ехать, несмотря на его состояние, хотя вот в тот момент я думала, что в тот день он может убить себя. То есть я действительно так думала. И я поняла, что даже если я сейчас останусь, не факт, что я сделаю ему лучше. Возможно, я сделаю ему хуже, потому что меня саму колотило просто в тот момент. Я понимаю, что я не в состоянии его поддерживать. Ну, никак. Вот, и я взяла собаку и уехала на тренировку. И в тот момент, вот в тот день, я думала, что действительно я могу вернуться домой, у меня не будет мужа. Вот, и я помню, что, да, мы как бы оттренировались час, и обычно я с ним там 15 минут после этого гуляла еще и ехала домой. Тут я просто не хотела ехать домой, мне было очень страшно ехать домой. Мы гуляли еще часа 2-3 с собакой, собака была в восторге. Вот, я думала о том, что, ну вот я просто 2-3 часа ходила вообще без всего, без наушников, без всего, я просто ходила и думала про радикальное принятие. Вот. И я помню, что я действительно приняла для себя тот факт, что я могу приехать домой и, возможно, его не будет. Я действительно ходила и думала, что я буду делать, типа, кому я буду звонить, какие специалисты мне понадобятся. Я подумала для себя, что никакими похоронами, ничем я заниматься не буду. Я не буду это делать, это будет аутсорс, это будут другие люди, которые, ну, типа, под ключ все это будут делать за меня. Вот. Я думала, что я там буду погружаться, видимо, в работу максимально,
потому что мне и так нужно было погружаться в работу, у нас были проблемы с документами, вот, но я думала, что как бы это вот то, что где я буду, там у меня есть коллеги, которые могут там со мной провести время, окей, побольше, и да, я реально планировала, какова будет моя жизнь, если, типа, умер Юра. Ну и, по крайней мере, я для себя поняла, что я не совершу суицид вслед за ним, да. У меня есть собака, у меня есть работа, что-то в моей жизни будет меня как-то поддерживать. Ну и плюс у меня есть психотерапевт. Вот. И я помню, как неудивительно, я приехала, естественно, там Юра был живой, все было хорошо, ну, как могло быть хорошо. Но я поняла, что после этого момента я намного лучше стала его поддерживать. Мне намного легче было его поддерживать. Потому что до этого, когда он начинал говорить вот про там суицид, про депрессию, про все, меня просто начинало настолько трясти, что я не могла выносить это больше там нескольких минут. И все, и я сама впадала в какое-то паническое состояние, где мне либо срочно бежать ему помогать и его успокаивать, а что только хуже человеку делает, которому нужно, чтобы с ним просто побыли, либо мне бежать из дома куда-нибудь, чтобы лишь бы там изолироваться. Вот. И я помню, что после этого где-то вот через пару дней мы поехали гулять в парк с собакой вместе, и потом ехали в машине, и вот в машине там полчаса подряд Юра мне что-то рассказывал о том, вот как ему плохо, про его депрессию, и я сама обалдела от того, что я вынесла полчаса этого. Потому что и даже не начала ему ничего отвечать, то есть там типа просто сидела типа и угукала, вот как ты говоришь, побыть с человеком. Я не могла бы этого сделать до того, как вот до этого. Ты поставила границу. Вот очень такую правильную границу, где заканчивается твоя ответственность, вот эту вот внутреннюю. И твоя терапевт абсолютно права. То есть это на самом деле, как мой учитель говорил, run with numbers, что вы в профессии, в которой you run with numbers. Просто статистически там кто-то из моих клиентов может так поступить. Все. И это то, с чем я как бы, начиная свою карьеру, начиная свою работу, должна смириться заранее. И там кризисная линия тоже этому очень помогла понять просто, что вот твой лимит закончился, точнее, твои возможности закончились, когда человек положил трубку. Все. А там даже как бы еще жестче, то есть там у тебя адреса нет, телефона нет, ты не знаешь, как их зовут, и они тебе говорят, я там стою на мосту и кладу трубку. Все. Как бы очень-очень такой опыт про понимание лимита своих возможностей и смирение с этим, да, вот про радикальное принятие. Вот да, вот это я могу, а вот это уже нет, и это тоже одна из возможных развитий ситуации. Это правда есть. Все. Вот. Да. Хотел добавить еще, потому что когда Наташа мне сказала, она была готова, так сказать, мне сказала то, что она смирится, ну она не так сказала, она сказала то, что она уважает мое право убить себя. Вот. Она сказала, типа, я не буду тебя отговаривать, действительно хочешь это делать, я не буду тебя останавливать. И вот это меня как-то надломило, я охуел, по-другому назвать я не могу, что со мной произошло такое, я реально стоял с открытым ртом, типа, а что так можно? Вот, и я крепко задумался, и решил, один из столпов, почему я стал заниматься психотерапевтом, это то, что Наташа мне сказала, что она готова принять мою смерть. Серьезно, мне кажется, я тебе это сказала после того, как ты уже начал заниматься. Серьезно? Да. Я, возможно, тебе врала в тот момент. Ну, не знаю. В общем, ты мне сказала. Вот эта граница помогает. Да. Она мне сказала, и я подумал, то, что я перестал переживать Наташе, что будет, если я умру, да, потому что, что перестал переживать, она сделала какой-то прогресс в этой психотерапии, да, я неправильно сказал, она сделала прогресс в психотерапии настолько, что сказала мне такую вещь, я такой думал, что это за магия, не магия, а наука, что это такое, что это за лечение такое, что Наташа такое может мне сказать, я понял, может и мне стоит попробовать. Вот. То есть психотерапия еще хороша тем, что она вот такие неожиданные сюрпризы может сайд-эффект. Лечила как бы она себя, как ты говорила, да, а в итоге подтолкнула к лечению меня. Вот. Коррекция всей системы, да, оздоровление всей системы. Да.
Здесь вот, если говорить в целом про суицид, если вам близкий такое говорит, по-хорошему, по крайней мере, в Америке можно сразу взять за ручку и отвезти, если он согласен, в ER. По закону в ER, в смысле emergency room, да, это ситуация, которая считается угрозой жизни, и дальше вас на 72 часа кладут. То есть самый рисковый период для самоубийства – это когда человек сказал, у него активная фаза, и потом он 24 часа примерно – это самый активный. То есть в это время лучше, чтобы человеком кто-то был. Вот. Если в Америке, то это вы приезжаете в VR, вы говорите, так, у меня мысли, мне надо их как-то купировать, вот, и вас на 72 часа кладут. То есть там есть риски финансовые, потому что, там страховка и же с ним, но большинство штатов, они ER как-то компенсируют, там есть свои разборки. Идея такая, если вам кто-то такое говорит, возьмите человека, отвезите его в ER. Там есть люди, там есть протокол, там есть понятно, как с этим работать. То есть они понимают, как с этим работать. Они как бы помогут купировать само состояние. Вот. Это в целом, это как бы на будущее, что можно делать. И да, и после этого терапевта подключать желательно. Да. Но на самом деле вот то, что, Наташа, ты сделала, это про границы. Потому что вот есть вот такой момент. Если это случилось там условно в первый раз, и до этого не было вот этого большого периода депрессии, то намного легче, намного больше ресурсов, намного больше сил. Там, не, подожди, сейчас с тобой посижу и взять. Но вот тот момент, когда вот у тебя происходило, это был уже как бы такой период, когда твои границы были пробиты, тебе нужно было их поставить. Тебе нужно было так, окей, стоп, нет, мы отделяемся. Это тоже очень важный момент. Еще на всякий случай, это я, знаете, как терапевтическая шапка, что если вы думаете, у вас есть такой риск или есть риск у близких, найдите кризисную линию рядом с собой. Вот, то есть в Америке телефон, там есть Lifeline, просто забейте Lifeline. Это номер, который будет работать в любом штате, он будет соединять вас с ближайшей кризисной линией автоматически. Они вам будут выдавать все ресурсы, которые на месте, будут инструктировать вас. Это все анонимно, бесплатно, 24/7. Вы просто звоните и говорите, у меня проблема. Если они не понимают русский, они найдут переводчика, потому что там еще служба переводчиков в работе. И они вас проведут просто поэтапно, что можно сделать, что вы можете сделать, и поддержат вас, потому что это вообще, знаете, там, получить такой звонок, точнее, состояние в 3 часа ночи, и вы не знаете, что делать, кому звонить. Lifeline, кризисная линия, звоните. И в других странах точно так же есть ресурсы, есть возможности просто вот на быстром наборе оставить, и все. И хотя бы не быть одному с этим. Как-то профилактика. Это просто, не знаю, я же работала не только на телефоне, я еще ездила, рассказывала вообще про работу кризисных линий и про вот такой psychoeducation, вообще о возможностях. И у меня какая-то часть, она включается как чем больше людей знает, что вы не одни, что вы можете в любой момент позвонить человеку, на другом линии будет живой человек, вы можете с ним поговорить, да, у вас есть этот доступ, особенно в Америке. То есть в других странах тоже есть эти линии, точно. Даже в России есть телефоны доверия. Это просто настолько большая поддержка, и настолько важно взять всю поддержку, которая у вас вообще доступна, когда вы в таком плохом состоянии, или когда ваши близкие в таком плохом состоянии, что мне хочется, чтобы у всех это была как мысль, как опция, да, как понимание возможности. Меня всегда интересовал такой вопрос, наверное, к Шелене вопрос в первую очередь. Вот мы сейчас проговорили все то, что помогает или потенциально может помочь человеку в депрессии. Почему тогда среди суперзнаменитых, суперуспешных, просто топовых мировых звезд столько депрессий, и в том числе с фатальным исходом? Сейчас на экран выведем самых таких ярких представителей, которые, в общем, были в депрессии и решили добровольно уйти из жизни. Почему так происходит? Ведь они получают огромное количество любви. Не всегда обязательно от тех людей, от кого бы они хотели, но их любят миллионы.
Ну да, ну давайте честно. На их концерты скупают билеты, тратят деньги, приходят люди, которые сходят по ним с ума, которые 100% не хотят, чтобы эти люди куда-то там уходили, которые любят их творчество, которые признают состоятельность тех или иных артистов. Но тем не менее, что-то идет не так. То есть сказать, что они не двигаются, они дофига двигаются. Некоторые из них очень спортивные, кто-то занимается танцами, они постоянно выступают, они собирают стадионы, концертные залы. То есть двигаются они много. Самовыражения тоже хватает. Они творческие люди, они там поют, танцуют, что-то делают, да, то есть то, что в принципе им всегда нравилось делать. То есть это то, от чего они кайфуют, ну или кайфовали. Почему столько плохих исходов? Почему, ну, как так получается, что им не удается помочь и вывести их из депрессии? Там такой механизм. То есть, во-первых, Protective Factors — это не только творчество, то есть это все-таки connection, и не факт, что они чувствуют connection со всеми с людьми, и те, кто их любит, далеко не обязательно с ними они ощущают connect. Вот. Там кто-то им тоже может писать про толстые пальцы, например, или какие-то такие моменты, знаете, и комментировать Ну, им негативно. это и пишут, слушайте. Ну, то есть получается, что им нужно на самом деле очень контролировать этот поток, да, то есть вот этот, иметь возможность контролировать информацию, которая к ним поступает. Не всегда они это делают. И не всегда они умеют это делать. Второй момент, там есть, то есть помимо социального контакта, физического контакта и общего здоровья, есть еще элемент healthy thinking, когда у нас мышление нормальное. Нормальное в смысле оно нас поддерживает, а не рушит нам жизнь. Да? И как бы, когда мы думаем о том, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. Вот, грубо говоря. И мы умеем туда приходить. И второй вариант, второй — это копинги. Это те вещи, которые нас поддерживают, когда нам плохо, когда что-то происходит. То есть вот что healthy thinking, что вот эти копинги, они не обязательно они будут у человека с большим количеством денег. Деньги там не прямая корреляция. Вот. И там с известностью уж тем более. Это первый момент. То есть мы не знаем, что у них в голове. Мы не знаем, из какого фигни они вылезли. Мы не знаем уровень их этой... Кстати, надо будет добавить сюда опросник, называется «Негативный детский опыт». Вот, там 10 вопросов, и если уверена, что если Юра его сделает, у него будет очень высокий там. Но там это вопросы, которые предсказывают появление депрессии. Не только депрессии, а вообще любого такого вот ментального. Вот, и вот я уверена, что у того же Курта Кобейна там этот негативный детский опыт зашкаливал. То есть это вот категория, что вот из детства, то есть такие нюансы. Есть еще одна штука именно со знаменитостями. Слава сама по себе довольно тяжелая вещь. Там есть история с дофамином, когда мы... допамин по-русски, дофамин по-английски, а я все мешаю. Поэтому кто думает, кто хочет меня поправить, вот можете править, я все смешиваю. Но идея такая, что когда мы что-то преследуем, то есть мы как бы хотим, у нас мотивация, мы наращиваем дофамин. Чем выше цель, тем больше этого самого дофамина. И вот человек там, значит, фигачит по-страшному, получает результат. Что происходит после этого? Обрушение всей этой дофаминовой волны. Чем выше волна, тем сильнее обрушение. Да, то есть вот у меня несколько дней, это как после там, люди лежат просто в лёжку после каких-то больших событий, именно за счет вот этого обрушения волны. А оно неизбежно происходит или у кого-то не происходит? Дофамин такая штука, она не напрямую коррелирует с мощностью события, она коррелирует с тем, как мы к этому относимся. То есть наш майндсет управляет вот этими волнами. То есть если мы думаем, ну, это так всегда, королевская семья, которая с детства с этим, то у них этот дофамин не меняется, вне зависимости от того, что там за прием. Да? А если мы выросли там условно в очень бедной среде, а потом попали вот в такую, то вот эти волны будут намного больше просто за счет того, что мы не привыкли к такому опыту. И у нас майндсет вокруг этого, что это большой и значительный опыт. А, соответственно, звезды получают вот эти дофаминовые волны и падение. То есть им очень в кайф, а потом падает. И в этом падении они могут подключать, например, не знаю, наркотики, кокаин, там, до свидания, там, алкоголь, чтобы стабилизировать вот эту всю историю. А дальше скажите мне, что происходит дальше, да, когда мы подключаем к негативному мышлению или к каким-то расстройствам личности, которые тоже очень часто есть. Мы добавляем туда алкоголь и все дестабилизаторы,
там нет рутины дня, потому что это тоже там ночные сборища, потом ты до обеда спишь, это тоже до свидания циркадные ритмы. Короче, в общем, человек в дисрегуляции, неважно, сколько его любят. Его тело находится в полной дисрегуляции, все. Слава и большие деньги не помогают. Их можно по-разному использовать, и с ними можно по-разному работать, но сами по себе эти факторы не являются защитными. Корректно ли будет сказать, что, ну, так скажем, вот обычным, да, людям, там, не публичным, не там суперзвездам, у них больше шансов преодолеть депрессию, потому что у них нет таких больших дофаминовых взлетов и таких же падений? Или все-таки они у нас тоже есть, просто по-другому ощущаются? Слушай, вот как там больше шансов? У меня нет статистики. Да, то есть, я не очень понимаю, как что с этим сравнивать. Там, помимо факторов там, известности и знаменитости, есть еще огромное количество других факторов. Да, тот же детский негативный опыт, ACEs по-английски, вот, предрасположенность, непредрасположенность, куда это, там, просто если, например, депрессия с зависимостью какой-то, в смысле substance abuse, да, то есть это одна история. Короче, Много да, год. вот. Чтобы... У богатых тоже умирают близкие, например. И это тоже... Да. И могут умереть сразу несколько близких, которых очень любят. Я скорее имел в виду про смерть близкого, то, что они тоже люди, у них тоже бывают те же самые... Да. Деньги не спасают от смерти, от социальных кризисов, потери любимых, расставаний и всего остального. Слушайте, смотрели сериал Succession? «Наследники», по-моему, по-русски? Я понимаю, о чем ты, но я его не смотрел. Вот там, во-первых, они сняли гениально, очень как бы живые люди, прям живые, и это как бы из категории, что очень тяжелая семейная динамика. Это знаменитые, богатые люди, у которых семейная динамика просто крышесносная. Им плохо каждому из них внутри, просто вот до этого. Что богатство, что знаменитость, это вопросы скорее факторы, которые влияют на твою жизнь, а вот как и как конкретно к тебе, это хороший вопрос. Ну да. Наверное, для кого-то это может являться вот прям, центральной мотивацией, если у тебя там есть, допустим, слава, не знаю, или там деньги, то для человека этого достаточно, чтобы не укатиться к херам, да, для кого-то этого недостаточно, то есть, да, у человека есть и слава, и деньги, но для него это не является вот якорем, который гарантирует, что он не скатится в депрессию, то есть у него может быть что-то другое. Слава, я бы сказала, что это фактор риска, нежели защитный. То есть это фактор, где вот эти вот колебания тебе обеспечены, тебе нужно как раз-таки сдерживать их, снижать значимость своей славы, повышать значимость событий как бы за пределами этого, там типа ужина с друзьями. В общем, выравнивать эту картинку, чтобы тебе не сносило дофаминовой волной постоянно. Деньги – это ресурс, это возможность, но она тоже не гарантирует, как их использовать. Можно те же наркотики купить, так. Вот. Или спонсировать терроризм. Да. Ох, или еще что-нибудь, точно. Слушайте, говоря про рекомендации, вот я хочу, на самом деле, добавить пару вещей. Это так, на будущее. Есть такая книжка Non-Violent Communication. Я ее рекомендую. И говоря про человека в депрессии, если у вас там близкие в депрессии, вот ознакомьтесь, пожалуйста, с вариантами, как вы можете говорить так, чтобы его поменьше ранить. Потому что это про вот как раз-таки, да, если у человека ожог 3-й степени, то вот как бы это правильные перчаточки. Вот. Про там... Это даже не про поглаживание, это именно про качество общения, чтобы оно было не агрессивным. Что вы... При этом вы можете не знать, что вы говорите агрессивные вещи. Вы можете не хотеть говорить эти агрессивные вещи. Я всегда привожу пример, что вот если вы открываете дверь, и за дверью человек. Вы не хотели его бить, но как бы дверью он получил. Да? Вот. Вот эта книжка позволяет этого избежать. Условно, как глазок в двери. Вот там человек, и вы знаете, что вы его больше не ударите просто потому, что случайно так получилось. Да? У вас будут инструменты, как это говорить так, чтобы не было больно. Очень помогает. Особенно постсоветскому пространству, боже мой, очень помогает какие-то инструменты по общению, которые всех остальных как бы оставляют в живых. Не знаю. Общая коммуникация. Это даже общая книжка для всех будет полезна в любом общении, но особенно в депрессии.
Там, кстати, Марка Розенберга, ну, вот, который как раз автор этой книжки, у него есть еще записанный на видео семинар, который он ведет с группой. И он рассказывает им как раз про вот этот, про свой метод и показывает, приводит кучу примеров, люди там задают ему какие-то вопросы, он рассказывает им, как вот в их ситуации. Я помню, что вот да, нам как раз наш психотерапевт тоже очень советовала, когда мы первый раз занимались. И вот я помню, что я смотрела этот семинар, я не знаю, есть ли он в переводе, он точно есть на английском запись, возможно, есть и переведенная запись. Он где-то 3-часовой, и вот там прям книга, она описывает метод, а там вот именно прям живое общение с живой группой. Класс, надо положить обязательно, да, потому что это отличный инструмент. То есть, говоря про тренинг, Non-Violent Communication тренинг, вот книжку пересдавали раз 25, и этот Non-Violent Communication практически золотой стандарт для очень многих компаний, они его просто вводят как базу. То есть это такая большая история, которой много тренеров, которые ездят в разные страны. Ну, то есть, если ты просто даже погуглишь Non-Violent Communication, у тебя вылазит куча сообществ, которые занимаются тем, что они продвигают вообще эту концепцию общения ненасильственного. Да, то есть, и это не про то, что нужно быть со всеми добрым кроликом, или там всем сдаваться, или там всем помогать даже. Это вот про коммуникацию, которая не бьет, слова, которые не бьют именно. Да. Поскольку мы сегодня говорим в том числе и про иммиграционный кризис, да, через который, ну вот, все мы проходили, есть ли какие-то оценки по проценту иммигрантов, которые переживают депрессию? Как это вообще выглядит в сравнении с вероятностью депрессии в среднем по нашей человеческой популяции? Ну, то есть если в среднем, то примерно раза в 2 выше риски. То есть это какое-то большое событие, которое в себе цепляет много вещей сразу. То есть, во-первых, это огромные адаптационные ресурсы. Вы же, по сути, когда мы переезжаем в новую страну, мы выстраиваем себе новую ментальную карту. Ну, то есть до этого у нас мир был, там, не знаю, выключатель здесь, сметана там, вот здесь купить гречку, то потом нужно заново все это строить. Мозг забирает огромное количество ресурсов, чтобы даже адаптироваться к новому миру. Вот. Везет, если мы были в стране до. Везет, если мы говорили на языке. Не всегда случается. Да, я чувствую, знакомое там отзывается, да, вот. Это первый блок. То есть просто вот эта огромная адаптация, перестройка вообще всего, что ты знал, и как ты себя ведешь. Второй блок – это горе. Мы редко переезжаем целой семьей, со всеми родственниками, оказываемся в таком же контакте. А мы обычно оказываемся либо в одиночестве, либо, даже если пару друзей мы знаем, мы все равно вот со своей семьей контакта намного меньше. И этот элемент горя, он замечается даже не первые полгода, мы еще там созваниваемся, еще свежие, а вот через пару лет ты уже понимаешь, я уже здесь уже не знаю. Я не знаю, я своих племянников ни разу в жизни не видела. Я видела своего племянника, когда ему было 2 недели. Вот. Нет, я потом видела, когда ему было еще 4, потому что я приезжала вот один раз в Москву, и все. То есть, вот такой процесс. И это особенность иммигрантского опыта, когда вот это вот развертывается постепенно. Вот это отделение от того, что твоя норма и что норма твоей семьи, и ты все дальше. Тоже горе. Меняется, там, даже исследование, что меняется тип привязанности на больше avoidant, то есть мы закрываемся в себе. Вот. Там все исследования про иммиграцию, надо понимать, что их очень сложно проводить, потому что это разные культуры, разные страны, разный опыт. То есть там количество параметров для изменения их огромное. То есть, мы не знаю, если переехал темнокожий мальчик в Канаду и европейский мальчик, это очень 2 разных опыта будет. То есть, по цвету кожи, там, по экономическому состоянию, по знанию языка и дальше, и дальше. А если один мальчик переехал из страны, где война, а другой мальчик просто с родителями, экспатами, то тоже будут 2 очень разные истории. То есть эти количество variables, именно вот этих параметров, их очень много. И статистика, она какая-то есть, но если говорить про иммиграцию, есть этот блок профессиональной иммиграции, когда люди высокообразованные переезжают. И есть намного больший блок иммиграции, бегства от бедности и войны. Соответственно, вот у этой истории там намного больше факторов, как мы понимаем, в целом просто рисков. А считают иммиграцию всех. Поэтому я не могу сказать точные цифры, но сам по себе опыт
уникальный, изолирующий, который сопровождает в себе очень много дополнительных процессов, в том числе горя. Соответственно, там побочка может любая вылезти. Вот. Ну и, наверное, завершая, так подводя не хочу сказать к концу, мы еще общаемся, но да, наверное, подытоживая все те вопросы, которые у нас накопились, я бы хотела уточнить, как именно психотерапевт помогает при депрессии, как понимает, в каком случае необходим, к примеру, психиатр или медикаментозное лечение, а когда достаточно терапии. Okay. Как помогает терапевт? Терапевт в зависимости от модальности. Да, есть разные стили психотерапии, вот, и в каждой модальности есть свои примерные там протоколы, которые можно делать для депрессии. Вот, я не буду лекцию на эту тему давать, но такая идея. Соответственно, разные... Тут надо понимать, неважно, какой у терапевта подход. И вот нет было исследований, которые бы говорили, этот лучше, а этот хуже. Вот. Есть самый единственный коррелятор, который вот всегда работает, это отношение к терапевту, между терапевтом и клиентом. Если ты ему доверяешь, если вот в это отношение оно как бы взаимодействие, отношения, доверие есть, это будет важный фактор. Все остальное, да не важно на самом деле. Можно на каком угодно языке, это все разные варианты. Главное именно вот этот элемент коннекта. Я со своей стороны, я прошу говорить с терапевтом, психиатром, если вот этот PHQ-9 высокий. То есть если мы говорим про высокий уровень депрессии, если есть мысли суицида, я говорю, а давайте-ка мы поговорим с психиатром, посмотрим на то, какие варианты есть поддержки. Проблема с суицидальными мыслями в том, что между «я об этом думаю» и «я это делаю» может пройти 10 секунд. Вот это как бы, то есть это есть вот этот вот элемент, это очень short-term motivation, просто скачок мотивации, когда это может случиться. То есть если они есть, то как бы это нужно, во-первых, постоянно мониторить, проверять, если они появляются, и вот лучше бы поддержку какую-то давать. Специфика антидепрессантов, то есть когда вот высокий уровень депрессии, высокий уровень симптомов, они еще обычно сильно сбивают функциональность. Человек не может там что-то делать и, там, не знаю, вставать, мыть посуду, есть еду, работать. То есть это важно. Нам важно немножко это стабилизировать. Вот. Антидепрессанты помогают. Второй момент. Они увеличивают нейропластичность мозга. То есть вот когда антидепрессанты как бы kick-in, то есть, да, то есть как бы там это 3-4 недели, у нас как бы стабилизировалась вся история. Обычно, почему психиатр? Потому что нужно понимать побочку, нужно понимать дозировки, нужно пробовать разных там видов 8, которые могут по-разному реагировать. Вот. Поэтому психиатр никогда просто из интернета, пожалуйста, так не делайте. Вот вы стабилизировались. И у вас в этот момент самое лучшее время для терапии, потому что мозг открыт к тому, чтобы поменять паттерны. То есть это как вот, грубо говоря, вот вас бросили, вы тонете, вот если вас сначала поместить на мелководье, а потом учить плавать. Вот такой же эффект, да? То есть если вы на глубокой воде, вот это учить плавать, оно немножко более рискованно, чем если вы на мелководье. Вот антидепрессанты дают вам вот это более безопасное пространство, где вы учитесь думать немножко по-другому, учитесь заботиться о себе, встраивать защитные механизмы и все другие вещи. Сейчас есть понимание, что антидепрессанты, например, это история как антибиотики. Это вот где-то месяцев 8 на год. И после этого, там, на самом деле, 70% уже не будут снова принимать антидепрессанты, потому что у них будет достаточно защитных факторов вот за счет терапии, чтобы снова не начать принимать. Вот. Неплохо звучит в целом. Да? Поэтому я за то, чтобы вообще разговаривать про все опции, которые есть. Потому что, не всегда, там, не знаю, если вы мама в депрессии, не то, чтобы у вас есть время на 2 часа медитации, спокойные расслабленные деньки, чтобы кто-то вас-то все поддерживал. Да нифига. Вот. И антидепрессанты, да, очень хороший вариант, чтобы вот дать себе возможность, дать себе место для восстановления, для того, чтобы научиться чему-то другому, не в опасном для себя режиме. Вот. Дальше с антидепрессантами еще одна проблема, кто начинает принимать. Где-то месяца 3 после приема у нас вообще все хорошо. Потому что обычно это серотонин, и серотонин, он из кишечника, где он вырабатывается, идет месяца 3 в мозг. Вот он туда дошел, и вот после 3 месяцев приема
кайф, все прекрасно, стабилизация, и кажется, а нафига мне эти антидепрессанты? Вот если вы сейчас бросите принимать, вы все просто назад вернете, и после этого основа антидепрессанта будет уже тяжелее действовать. Вот как с антибиотиком. Вот, поэтому как бы думайте про таблетки, пожалуйста, примите во внимание именно вот этот срок, 8 месяцев минимум, а лучше год, где вы учитесь жить заново с вот этой поддержкой. Вот. И да, психотерапия в сочетании с медикаментами дает намного более крутой эффект, чем сами медикаменты и чем сама терапия вот, для таких острых состояний. Да, то есть где затронута именно либо суицидальность появляется, либо функциональность. То есть мы не можем работать, мы не можем ничего делать, мы просто лежим. Вот. У меня есть вопрос. Давай. Знаешь ли ты или нет, как антидепрессанты сочетаются с другими наркотиками? Если человек есть абьюз substance, например, или просто абьюз, у него есть привычки плохие, используют другие наркотики, есть ли какое-то противопоказание, что нельзя вообще ничего, кроме антидепрессантов, принимать, потому что они на серотонин влияют, и другие наркотики тоже влияют на выработку серотонина, они друг друга как бы портят процесс, грубо говоря. Слушай. Я просто никому этот вопрос не задал, мне интересно было. У меня, кстати, одним чуваком зашел разговор об этом, и мы что-то ничего не сошлись. Вы ничем не сошлись. Если коротко, то не надо. Ну, понятно. Коротко лучше не употреблять. Понятное дело. Да. Какие наркотики действуют на серотонин, кстати? Я обычно знаю, что они на дофамин действуют. Они тебя дофамином штырят в первую очередь. Типа того же кокаина. Да, психоделиками тоже кажется, что действует на серотонин. Просто серотонин, он идет из желудка, где он вырабатывается, где ему антидепрессанты помогают. Вот это вот очень долгий срок. Да. Вот. Психоделики, они там дают глюк. Вот если именно с психоделиками, то я не встречала исследований. С психоделиками, кстати, отдельная тема. Да-да-да. Сейчас же идет большая волна исследований о том, что как они работают с депрессией. Одна из проблем с депрессией в современном мире, что есть огромное количество как бы medical resistance. То есть, на самом деле, достаточно большое количество людей не чувствуют антидепрессанты вообще. Как бы это... И да, сейчас как бы новые варианты, новые какие-то вещи тестируются и так далее. То есть, как сказать, если на вас не работают антидепрессанты, у вас есть еще варианты. Да, и психоделики одна из них. Есть еще там варианты для PTSD, например, есть варианты с марихуаной. В Юдабе, кстати, есть исследования на то, как это работает именно для ПТСР. Вот. Но нет еще таких протоколов, которые бы давали прогнозируемый результат с понятными дозировками и же с ним. То есть исследования есть, они ведутся, есть понимание того, что там можно что-то поменять. Есть даже практики в штатах, где это разрешено в каких-то видах, но все это пока на свой страх и риск. Ну да, мы к этому и пришли, что никто ни черта не знает, на свой страх и риск. Да. Точно. Вообще никто ни черта не знает, на самом деле. Вот с психофармакологией в целом сейчас история такая. Это всегда гэмбл, это всегда рулетка. И не потому, что мы там такие плохие, в смысле, я сейчас себя присоединяю к этому медицинскому сообществу, да, потому что, у нас нет инструментов и нет вот такого знания. Мы пытаемся помочь всем, чем можем. Не всегда это идеально, что поделать. Да, как бы мы не понимаем, почему антидепрессанты хорошо действуют на тревожность, например, потому что они туда не направлены, но они работают. Соответственно, одна из проблем с психофармакологией, что вы придете к психиатру, он выпишет таблетку, и она может вам не сработать. И она может сработать как-то, как вы не ожидаете. То есть там как бы куча вариантов, и это всегда вопрос подбора препарата в индивидуальной работе. Это нормально. Я бы хотела это тоже нормализовать. То есть это не так, что вы пришли, выпили таблетку, вам сразу захорошело. Нет, бывает так, что и побочка, и что-нибудь еще, и так далее. Это, к сожалению, часть процесса. Вот, так, наверное, все работает на текущий момент. Ну, почему-то терапевтов, когда они misinterpret диагноз, мы же с говном не смешиваем. Хотя люди смешивают. Ой, да ладно, не смешиваем. Вариантов... Меня столько раз шарлатаном называли. Даже нет, не столько раз, но у меня был случай, я тогда еще не была терапевтом. То есть у меня не было лицензии, я была студентом, и я работала в формате коучинга с вопросами карьеры, самоопределения.
И ко мне пришел один из людей из Сиэтла, и он начал говорить, я говорю, слушайте, вообще звучит, как у вас депрессия. Он говорит, да, типа, у меня диагностированная хроническая, я там на антидепрессантах последние 10 лет. Я говорю, слушайте, там проблема будет в том, что я как бы некомпетентна, я сейчас не имею права идти как терапевт, а как коуч здесь бесполезно, тут немножко другие вещи. Вот, и он такой, ну, типа, ладно, типа, потом начал меня куда-то звать на какое-то там событие, где он там участвовал, я такая, спасибо, до свидания, вот, а после этого он начал писать гадости. Из серии, да ты вообще шарлатан, да инфо-цыгань мы вас знаем, да еще что-нибудь, вот, ну, бывает. Это к тому, что смешивают, нормально смешивают, регулярно что-нибудь прилетает, ну, процесс, да. Хотелось бы только сделать оговорку, что при том, что мы упомянули слово в этом видео, мы хотим сказать, что это очень плохо, и, пожалуйста, никто не принимайте наркотики, принимайте только то, что рекомендует вам, прописывает вам профессионал, врач, вот, а самовольно принимать какую-то фигню, пожалуйста, не надо. Вот. И все, что нелегально, все тоже, пожалуйста, делать не нужно. Все должно быть правильно и только на пользу человеку. В рамках закона, да. И в рамках закона, да. И все, как сказал доктор. Под видео мы обязательно дадим ссылки на организации, фонды, которые помогают при депрессиях, а также контакты Шелена, если не возражаешь. Твои, все, кто нуждаются в помощи и хотят с тобой поработать, могли это сделать. Хорошо. По крайней мере, я смогу дать какую-то ориентацию серии, что можно делать дальше. Не во всех странах я имею право работать как терапевт. Да. Супер. Ребят, всем спасибо большое. Шелена. Вам спасибо. Ребят, Наташа, Юр, очень смело. Вы такие молодцы. Спасибо. Спасибо. Да. Всем нам удачи. было приятно. Мы на самом деле в этом плане уже жили. Да. Нам, ну, как бы мы уже не первый раз рассказываем об этом публично, так что, да, нам... Ну, и нам хочется этим делиться, потому что... Может, он поможет? Да, я очень... Каждый раз, когда я об этом рассказываю, я очень надеюсь, что, возможно, кому-то это как-то сможет помочь. Потому что я очень много искала информации сама, когда находилась в этой ситуации, и не очень много полезной информации находила. Мало. В любом случае, это смело, и это очень здорово. Вы молодцы. Спасибо большое. Спасибо. А тебе спасибо, что разобрала все это. Да, прям по факту. Все очень классно было. Целых 2 часа. Спасибо большое всем. Очень круто. Мне кажется, у нас был классный сегодня, классная беседа, классный разговор. И давайте еще раз соберемся. Приходите, что ли? Класс, спасибо, Лер, за организацию. Вообще, да, это изначально твоя же идея была. Спасибо.